Я только что завтракала по Beauty Pass опять. И почему я так сделала? Потому что сегодня воскресенье, в принципе, мне делать нечего. И это было просто желание приехать в рандомный район и оттуда уже ходить по улочкам. Это район Кефиси. Я прочитала про него сейчас, пока сидела в кафе, что это очень богатый район с дорогими ресторанами и красивыми всякими брендами, дизайнерами. Сейчас я иду в Кавасаки музей, который находится очень близко к этому кафе. Музей современного искусства, Contemporary Art. Погода в Афинах меняется очень быстро и резко. Что происходило последние парочку дней? Я очень сильно отравилась рыбой несколько дней назад. И что самое обидное, я купила ее сама, и это не где-то в кафе или в какой-то забегаловке. В общем, я пропустила один день кастингов, потому что я просто болевала. В принципе, сейчас я чувствую себя нормально, есть неприятные ощущения, но... Конечно же, слава богу, что я не умерла. Рыба и грибы — это два самых ужасных отравления, которые с вами могут произойти вообще когда-либо. Это, в принципе, смертельно опасно, поэтому если человек отравился грибами или рыбой, то есть большой процент того, что он просто откинется. Я, в принципе, справилась. Попытка не удалась. Надеюсь, что у меня из-за этого не накроет депрессурочку, как обычно это бывает. И у меня не начнется какое-нибудь тревожное расстройство, потому что обычно, если у меня какие-то проблемы со здоровьем за границей, где я одна, еще уёбское чувство вины, потому что я приехала сюда сама, и это было мое решение, и купить эту рыбу тоже было мое решение. Расскажу вам историю. Вчера я пришла на кастинг, и девочки мне рассказали, что у одной из девочек по дороге на кастинг на станции Амония, это очень такая опасная станция, вообще район, у нее просто вытащили телефон. Причем вытащил телефон человек, который не выглядел так, как будто он может вытащить телефон. В общем, она приехала на кастинг, у нее было заплаканное лицо, она очень расстроенная. Встретила недавно девочек на бьюти-пассе, и они мне рассказали, что из-за того, что они постоянно выкладывают в сторис еду, как постоянно, каждый день какую-то еду выкладывают. И агент им написала, они из другого агентства, не из моего, написала им: не ешьте, дословно, только Томас может делать это. А Томас — это чувак, который живет с ними в апартах, и который очень худой якобы, и только Томас может делать это. Это ужасное, мерзкое действие есть. Дальше еще хуже было. Она написала: вы вчера выкладывали сторис с едой, и сегодня вы едите каждый день. Я очень долго смеялась, и я так подозреваю, что, конечно, подруга была под чем-то, потому что потом она послала голосовые сообщения, где она очень медленно разговаривала, видимо, у нее вообще время замедлилось. Вообще очень неприятная тема, когда тебе кто-то такие вещи говорит, тем более девочки были в параметрах, и они не получали pocket money, то есть они жили за свой счет, и никто не может им диктовать, как питаться, потому что Beauty Pass — это бесплатно. Может быть, у кого-то просто нет возможности себе там покупать постоянно еду. Доля зависти в этом во всем есть, потому что это просто женщина, которая... Какого хрена эти модели могут ходить по ресторанам бесплатно, а я нет? А теперь немного о винтажном шопинге в Афинах. На одной из съемок мы подружились со стилистом и фотографом, и они дали мне адреса для очень клевого винтажного шопинга. А фотограф даже сказал, что я могу использовать его фамилию в качестве промокода для скидки, так как они с владельцами этих магазинов хорошие друзья. Тьерри Мюглер, 15 евро. Конечно же.
Что произошло за последние несколько дней, потому что это были супер сумасшедшие дни. Мой молодой человек прилетает сегодня в Грецию, мы с ним не виделись 5 месяцев. В пятницу мне сказали, что у меня в понедельник будет выходной, а в понедельник он как раз прилетает. Я подумала, ну отлично, я соберу вещи в воскресенье и спокойненько перееду к нему. Но нет, мне сказали, что в воскресенье у меня срочный кастинг на шоу, который будет сегодня, в понедельник. И я приехала на кастинг, который начинался в 3 часа дня, и нам сказали, что мы ждем фотографа из Парижа. Я сказала, ну, Париж, как бы, путь не близкий из Парижа до Афин, вам так не кажется? И в итоге мы, конечно, никого не дождались, и нас выбирали просто вот так. Ну, ты, давай, как бы ты. Из-за того, что мы вчера прождали 4 часа на кастинге, который очень тупо закончился тем, что просто в меня ткнули пальцем, я сегодня работаю здесь, я сегодня просто проебываю свое время тут, и еще вчера я могла нормально собрать вещи, а собирала я вещи в итоге в 9 вечера, сонная, с помытой, накрашенной головой, и закончила только в 2 часа ночи, и нифига не выспалась, и я очень сильно злюсь, и я расстроена. Только надеюсь, что здесь не будет никаких опозданий, делеев, никто не будет тупить, и мы закончим реально в 7, я смогу уйти. Я с этого шоу вам даже ничего снимать не хочу, потому что здесь супер скучно, и вообще ничего не происходит. Единственное, что меня уже накрасили ужасно, как вы видите, и вообще я хотела поговорить о том, что почему-то всегда все визажисты красят меня очень плохо. Видимо, это очень сложно накрасить именно мое лицо, и у них это вызывает какие-то трудности в сочетании цветов или в выделении каких-то определенных частей лица, но они реально такие, о, ты такая красивая, и потом просто уродуют меня за секунду. Бывают даже такие ситуации, когда клиент просит переделать макияж. У меня так на каждой второй съемке. Мне вот очень интересно, так ли у других моделей. God, it's so exquisite. You gotta be some woman that name starts on A. В общем, я тут в сопливом настроении. Я прошла чек-ин, взяла кофе. Сейчас 3 утра. Я написала небольшую открытку для вас. Мы были вместе в общей сложности 5 дней. Первый день был неполноценным, потому что я работала весь день. Но это было очень романтично, потому что я стояла на сцене, и друг фотограф, которому я по секрету всему свету рассказала, что у меня молодой человек приезжает спустя 5 месяцев. Так как мы не виделись, он на сцене у меня спросил, здесь ли он в зале. И я сказала нет. Везде он начал аплодировать. В этот момент он был в зале и снимал это все. Thank you so much. As
Свое маленькое послание я оставлю в этой кофейне. Я уже договорилась с чуваком, который делает здесь кофе, что он ему передаст, когда он приедет сюда. Он приедет сюда уже днем, тоже лететь к себе домой и заберет мое послание в этой кофейне прямо на входе. Надеюсь, что ему будет приятно.